Привет, это майор в отставке. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, опасный по версии путинского режима преступник и враг государства. Когда началась операция ВСУ в Курской области, стало ясно, что это будет событие, которое будет иметь серьезные последствия для обеих сторон войны, как для агрессора России, так и для жертвы агрессии Украины. Это был неожиданный поворот для тех, кто считал, что война ограничится только территориями Украины, и для тех больных, кто с улыбкой провожал российские танки в сторону украинской границы, думая, что этот бумеранг никогда не вернется обратно. Холодный душ для Z-долбоебов. Ситуация изменилась. Приграничные регионы России, включая Курскую область, оказались втянуты в активные боевые действия. И это был новый виток в неоправданной войне, и Украина вполне законно использовала свое право на самооборону, чтобы отразить агрессию со стороны России. Уверен, что эти события заставили часть россиян, хотя бы тех, кто проживает в приграничных регионах, почувствовать и испытать на себе те ужасы войны, которые испытывают каждый день украинцы. Прошло уже более месяца с того момента, как Украина взяла под контроль часть Курской области. Я решил сегодня сказать пару слов по поводу этой воодушевляющей операции ВСУ. И да, силовики, к вам тут тоже будет пару слов. Поэтому досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если все еще этого не сделали. И, кстати, для получения оперативной информации подписывайтесь на мой телеграм-канал. Но не будем терять время, погнали. Началось все с того, что Курская область, раньше казавшаяся безопасной, постепенно стала превращаться в зону конфликта. Вы знаете, что уже 5 августа стали поступать сведения о передвижениях украинских сил вблизи границы. Люди, живущие недалеко от приграничной линии, стали покидать свои дома, опасаясь обострения ситуации. Вначале украинская армия действовала точечно, нанося удары по ключевым объектам. Это был продуманный и эффективный подход, направленный на дезорганизацию российских войск. На фоне этих ударов началась паника. Военные, находившиеся на позициях, уже не чувствовали себя уверенно, и об этом начали говорить даже представители местной администрации. Мама, не горюй. Ну а 6 августа стало днем, который ватный фюрер, наверное, точно никогда не забудет. Украинские войска начали более масштабное наступление, и силы путинских орков в Курской области оказались неподготовленными к такому развитию событий. Оборонительные линии, которые строились 2 года и на которые было потрачено 15 миллиардов рублей, оказались неэффективной бутафорией. Они были разрушены буквально за несколько часов. Эти разрушенные оборонительные линии, они как символ колоссальной лжи, которую годами впитывали россияне. Они доверяли государству, а оно предало их, разменяв их безопасность на амбиции больного фюрера и ложные обещания. Он считает, что все под контролем, но все видят, что это полная херня. В итоге российская армия потеряла контроль над несколькими ключевыми участками границы недалеко от Курска. И это был удар, который, возможно, попадет в военные учебники, и его еще долго будут вспоминать и анализировать. За первые дни операции украинские войска успешно продвинулись на десятки километров вглубь Курской области. Люди, а в первую очередь, разумеется, главы администрации, покидали свои дома в панике, опасаясь за свои жизни. На данный момент под контролем Украины продолжает оставаться более сотни населенных пунктов Курской области. Ну а войска ватного фюрера понесли значительные потери. Это крупнейшее пленение войск агрессора с начала полномасштабного вторжения их в Украину в феврале 2022 года. Среди взятых в плен оказались также солдаты 488-го гвардейского мотострелкового полка и элитные тиктокеры из Ахмата. Ну а часть кадыровцев, кстати, вообще первыми разбежались, когда ВСУ пошли в наступление. Мы чеченцы, тиктокеры, и что нас укропы, тут мы от них бежим толпами, и нас укропы, видишь ли, тут толпами, как говорится, ну, такие вещи с нами вытворяют. По данным различных источников, в первые минуты и часы операции ВСУ в Курской области с поля боя бежали, бросая оружие и технику, несколько сотен российских солдат, не желая участвовать в боях. Это был не просто провал, это был позор для ватного фюрера и его армии. Курский позор. Операция ВСУ в Курской области – это не просто символический шаг, она продемонстрировала, что власти России не способны противостоять угрозам на своей территории. Вместо того, чтобы сосредоточиться на защите своих граждан, руководство страны продолжает бессмысленную войну в Украине. Эта война, начавшаяся как
попытка ватного фюрера расширить свое влияние, захватив Киев за 3 дня, обернулась в итоге трагедией. В первую очередь, конечно же, для Украины, но и жители российских регионов наконец-то распробовали реальный вкус путинской войны. Жители Курской области, Белгородской и Брянской областей оказались в эпицентре событий, которые они из-за промытых пропагандой мозгов не смогли предсказать, хотя должны были. Ведь война всегда возвращается к агрессору. Украинская армия продемонстрировала высокий уровень подготовки и умение быстро и эффективно реагировать на изменения в обстановке. Это также подчеркнуло слабость российской обороны. Российские военные, привыкшие к бессмысленным фронтальным атакам, не были готовы к такому стилю ведения войны. А кадыровцы, о которых я говорил, тиктокеры, сидевшие на оборонительных пунктах, вообще разбежались самыми первыми. Курская область, где до начала операции ВСУ проживало более 1 миллиона человек, стала ареной массовой эвакуации. По данным на сентябрь, более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Куры стали, собачка бегала рядом за мною, и кошечка, что? Всех поставляли. Многие беженцы направились в соседние регионы, где им предоставили временные убежища, однако инфраструктура оказалась не готова к такому наплыву людей. Операция ВСУ в Курской области принесла определенную пользу в борьбе с пропагандой. Можно говорить о подрыве доверия к руководству России. Сдвиги в этом направлении есть. Население, живущее в приграничных регионах, стало открыто выражать свое недовольство тем, как государство справляется с ситуацией, как называет это Путин. Сами спасались. Эти твари администрации врут, себе медали вешают на плечи. Это твари какие-то, где наше правительство? Постоянные обстрелы, разрушенные дома, нехватка продовольствия и воды – все это стало следствием решений, принятых в Кремле. Ватный фюрер, пытаясь удержать власть и продолжить войну, совершенно наплевал на защиту своих же собственных граждан. Но он получил хороший удар под Курском. Для тех больных, кто кричит о вероломном вторжении со стороны Украины, хочу сказать следующее. В Курской области Украина действовала и продолжает действовать в рамках своих прав. С самого начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия признана агрессором, и у Украины есть полное право на защиту своих территорий и граждан, в том числе путем операций на территории агрессора. Международное право, в том числе статья 51 Устава ООН, позволяет жертвам агрессии принимать меры для защиты своей территории и населения, в том числе проводить военные операции на территориях, откуда исходят угрозы. Международное сообщество, кстати, поддержало действия украинских войск в Курской области, в частности США и страны Евросоюза оказали дополнительную военную помощь. Это позволило Украине действовать эффективно и с минимальными потерями. Международные организации, такие как ООН, уже неоднократно подчеркивали, что действия России на территории Украины являются нарушением международного права. Теперь, когда война перекинулась на российскую территорию, стало ясно, что Россия платит высокую цену за свои агрессивные действия. Огромные потери среди военных, погибшие мирные жители, разрушенные дома и тысячи беженцев – все это последствия преступных решений, принятых Путиным и его окружением. Я хочу, чтобы жители России, особенно те, кто проживает в приграничных с Украиной территориях, понимали, что операция ВСУ в Курской области по определению не может считаться актом агрессии. Это оборонительная мера, направленная на предотвращение дальнейших террористических атак со стороны России. И я надеюсь, что эта задача была выполнена успешно. Вина за все жертвы и разрушения на территории Курской области целиком и полностью лежит на руководстве России в лице Путина и его окружения, которые, я напомню, являются официально признанными военными преступниками. Я уверен, что все больше людей понимают, что война, которую начал Путин в Украине, обернулась катастрофой, в том числе и для самой России. Российские регионы страдают от обстрелов, жители бегут из своих домов, экономика региона рушится. Ответственность за эти события, за гибель населения Курской и других приграничных областей целиком лежит на одном человеке – на Путине. Именно его решение начать полномасштабное вторжение в Украину привело к этим трагическим последствиям. Все жертвы как в Украине, так и в России – это результат его амбиций и неспособности признать свои ошибки.
Это урок для всех россиян, особенно для тех, кто проживает в приграничных регионах. Именно поэтому Путин должен быть как можно скорее отстранен от власти любым путем и передан под трибунал, или же ликвидирован как опасный международный террорист. В настоящее время, как вы знаете, идет обсуждение возможности создания специального трибунала для Путина и руководства Российской Федерации. Это не просто шаг справедливости, это необходимость для того, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие жертвы и разрушения. России нужно признать свои ошибки и начать путь к миру. Но это невозможно, пока у власти остается маньяк и псих, ответственный за начало этой войны. Мы увидели, насколько хрупка может быть безопасность, когда решение принимается без учета последствий. И я надеюсь, что жители Курской области и других приграничных регионов все же стали свидетелями того, как бессмысленная война разрушает жизни простых людей, и ощутили это на себе. Может быть, хоть так у многих ватноголовых заработают нейронные связи внутри их голов. Подумайте, сколько еще жизней должно быть разрушено, чтобы каждый россиянин осознал, что война, которую затеял Путин, преступна, и они сами стали жертвами этого маньяка, который ради своих амбиций готов разрушить все. Он довел страну до краха, превратив ее в международного изгоя, и привел к катастрофе свои же регионы. Именно его действия привели к тому, что сегодня уже сами россияне бегут от войны, а экономика рушится. Путин – это проблема, а не решение. Ну а теперь пара слов тем, кто носит форму и до сих пор верит в приказы сверху. Я знаю, что вы, большинство из вас, в глубине души такие же люди, как и все остальные. Многие из вас пошли в армию или в правоохранительные органы не для того, чтобы быть шестерками у питерской мафии, не для того, чтобы участвовать в этой бессмысленной преступной войне, на которой погибли уже сотни тысяч, в том числе мирных жителей и детей. Но что должно заставить вас задуматься, чьи интересы вы защищаете? Эта война – это преступление. Это не оборонительная, это захватническая война. Ее автор – маньяк Путин, который использует вас как инструмент для достижения своих целей и больных амбиций и удержания власти. Вы рискуете своими жизнями, а за что? За лживые обещания и пустые идеалы, которые ничего не значат, кроме разрушений. Пора бы остановиться. Напомню, что ваш долг – защищать народ, а не маньяка у власти. Если у вас есть хоть какая-то возможность, примите все меры к тому, чтобы этот человек был отстранен от власти любым способом, пока он не уничтожил все, что дорого вам. Пора становиться героями, а не быть палачами. У меня на сегодня все. Как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.